Артем Власов жил один, в глуши сибирской тайги, там, где заканчиваются дороги, исчезает мобильная связь и начинается вечность. После смерти жены он бросил все: квартиру в Красноярске, работу фотокорреспондента, друзей. Все, что раньше казалось жизнью, вдруг осыпалось, как хрупкая пленка. Он уехал туда, где не было людей, где боль не отзывается эхом голосов, а тишина не пугает, а лечит. Тайга не сочувствует, но и не врет. Если зима убивает, она не прячется за вежливость. Если волк идет по следу, это не угроза, это закон. Он жил в старой охотничьей избушке среди сосен. Стены из сурового кедра, потемневшие от времени. Печь с массивной чугунной дверцей. На полках крупы, тушенка, соль. Рядом книги, ножи, теплая одежда, старый фотоаппарат и пачка снимков. Жена улыбается, держит в руках чашку чая, смотрит прямо в объектив, будто говорит «Живи». Он так и не смог выбросить этот снимок. Привез с собой. Как привозят боль, которую не могут отпустить. Жизнь шла просто. Топить печь, колоть дрова, готовить еду, следить за ловушками, записывать наблюдения. Он вел блокнот, в котором аккуратным почерком выводил все. Какие звери приходили к ручью, как изменилась кора на березе, какой след оставила рысь. Это был его способ не раствориться. Напоминание себе. Ты есть, ты видишь, ты живешь. Среди одиночества было нечто странно утешительное. Иногда он говорил с книгами, иногда с огнем, но чаще просто молчал. Тайга была рядом. Она не отвечала, но и не бросала. В начале февраля радио прохрипело штормовое предупреждение. Морозы до 50, метели, шквальный ветер. Артем спокойно готовился, укрепил окна, проверил генератор, растопил печь в старой фотолаборатории, которую превратил в запасную комнату. Ночью пришел буран. Такой, от которого завывает даже избушка. Ветер бил в стены, будто пытался сорвать крышу. Снег шел не хлопьями, сплошной стеной. Артем сидел у печи, слушал, как гудит ночь, и вдруг уловил другой звук. Тянущийся, жалобный. Ни ветер, ни дерево, ни скрип. Это был вой. Он подошел к окну и замер. На фоне белой бури стояли трое — волчица и два волчонка. Мерзлые, осунувшиеся, обледеневшие. Они держались друг за друга. Волчица смотрела прямо на него, без агрессии, без страха, только усталость и тьма в глазах. Как будто природа сама пришла на его порог. Артем стоял, колебался. Инстинкт твердил: «Не вмешивайся. Это дикие звери, они могут напасть». Но что-то в груди сжалось. Возможно, то же самое, что однажды заставило его встать с постели, когда умерла жена. Не логика. Сердце. Он включил обогреватель в пристройке, накинул на плечо два старых одеяла, взял теплый коврик и вышел в ночь. Волчица не двигалась. Он разложил коврик, укрыл волчат, оставил мясо у двери. Волчица подошла ближе, не рычала. Осторожно подцепила зубами край одеяла и поволокла малышей к теплу. Артем открыл дверь, и они исчезли в темноте. 3 дня он ухаживал за ними на расстоянии. Менял воду, приносил мясо. Днем волчица не выходила, но ночью еда исчезала. Волчата начали играть, шататься на лапах, тормошить друг друга. Артем наблюдал через окно, и в груди у него что-то расцветало. Теплое, родное, почти забытое. На 4-е утро буря стихла. Он открыл дверь. Волчица вышла первой, встала, принюхалась. За ней волчата. У самого леса она остановилась, обернулась. Их взгляды встретились. В том взгляде было все — память, признание, уважение.
и безмолвная благодарность. Весна пришла медленно. Сначала растаяли ручьи, потом из-под снега полез мох. Артем снова начал снимать. Птицы, первые ростки, лоси на солонцах. Фотографии были уже не для журналов, для души. Он печатал их в старой лаборатории, бережно раскладывал в альбомы. А однажды наткнулся на старый снимок. Жена. На веранде. Улыбается. Он вынес его на крыльцо, сел, вдохнул воздух и тихо сказал: «Ты бы гордилась мной». Прошло время. Одним летом он поехал в поселок за продуктами. Дорога была пыльной, но знакомой. Пикап гудел, как трактор, но держался. И вдруг поворот, и на дорогу шагнул волк. Он резко затормозил. Сердце стучало в горле. Волк стоял прямо перед машиной. Мощный, стройный. Глаза желтые, внимательные. За ним появились еще двое. Молодые, почти взрослые. Волчата. Те самые. И в ту же секунду впереди с грохотом обрушился склон. Камни, пыль, корни. Земля содрогнулась. Артем вышел из машины. Потрясенный. Если бы не они, он бы погиб. Волки смотрели на него. Спокойно. Уверенно. Потом развернулись и ушли в лес. И он понял. Лес помнит. Природа платит добром. Пусть не словами, поступками. Тайга не забывает. Осенью листья стали золотыми, воздух пропитался хвоей. Он утеплил крышу, заготовил дрова. Жизнь вошла в ритм. Но теперь в этом ритме был кто-то еще, пусть невидимый, но ощутимый. Каждый след на снегу — послание. Каждое утро он выходил на крыльцо и смотрел. Заяц, рысь, волки. Иногда по ночам он слышал вой. Выходил. Пусто. Но знал, они рядом. Просто проверяют, жив ли еще тот, кто когда-то выбрал добро. Однажды ночью он проснулся. Что-то щелкнуло в подсознании. Снег. Шорох. Он подошел к окну. В лунном свете между деревьями мелькнула тень. Узнаваемая походка. Волчица. Или только казалось. Он не стал включать свет. Просто стоял у окна и чувствовал ни страх, ни одиночество. Связь, глубокую, древнюю. То, что не нуждается в словах. Лес молчал, но в этом молчании была жизнь. И каждое утро он говорил сам себе: «Я здесь, я жив, я часть этого». А когда брал в руки фотоаппарат, не было сомнений. Он снова снимает. Не ради гонорара, ради смысла, ради памяти, ради нее. Он верил. Однажды волки снова появятся. Не потому, что им нужно, а потому, что помнят. И захотят убедиться, жив ли еще тот человек, что однажды выбрал быть человеком. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.